фанаты BTS. В неожиданном и эмоциональном инциденте Ким Тэхён, более известный как V из BTS, был замечен плачущим, в то время как Чингук, самый младший участник группы, удивил фанатов искренними извинениями в спортзале. Что могло довести до слез одного из самых стойких айдолов? И почему Чингук счел необходимым извиниться в такой напряженной обстановке? Эти вопросы вызвали бурю домыслов среди армий по всему миру, оставив миллионы людей искать ответы в тот момент, который никто не ожидал. Сообщается, что инцидент произошел в закрытом тренировочном зале, месте, которое часто ассоциируется с преданностью Чингука фитнесу и самодисциплине. Но в тот день привычный образ решимости и силы рухнул, уступив место атмосфере, полной напряжения и неподдельных эмоций. Свидетели рассказывали, как Тэхён с трудом сдерживал слезы, в то время как Чингук дрожащим, но твердым голосом произносил слова сожаления, которые, казалось, пронзили тишину комнаты. Инцидент был коротким, но достаточно сильным, чтобы оставить неизгладимое впечатление у любого, кто стал его свидетелем, пусть даже ненадолго. Почему Чингук извинился в такой уязвимый момент? Причина остается неясной, но интенсивность его выражения лица говорит о том, что это было больше, чем простое заявление. Его слова, хотя и не были полностью раскрыты, несли в себе вес искренности и серьезности. Поклонники, следившие за жизнью Чингука, знают, что он не из тех, кто легко демонстрирует свою уязвимость, особенно на публике или полупублике. Это разожгло еще большее любопытство, и армии задавались вопросом, был ли этот момент связан с личной борьбой, межличностным недопониманием или огромным давлением, связанным с его карьерой и собственными ожиданиями. Слезы Тэхёна, с другой стороны, еще больше усугубили загадку. Известный своей харизмой и умением сохранять самообладание, Тэхён редко открыто демонстрирует эмоции перед другими. Тот факт, что он был так потрясен этой ситуацией, вызвал дополнительные вопросы. Как его реакция связана с извинениями Чингука? Было ли это эмоциональным освобождением от общих трудностей или чем-то более личным между ними? Неясность лишь подогревала домыслы, порождая множество теорий в фан-сообществе, где армии анализировали каждую возможную зацепку. Некоторые указывали на огромное давление, с которым они сталкивались, чтобы сохранить свою карьеру, в то время как другие рассуждали о внутренних конфликтах, которые, возможно, достигли критической точки. Более распространенная теория предполагает, что извинения Чингука были связаны не только с ним самим, но и с чем-то, что напрямую затронуло Тэхёна на более глубоком уровне, возможно, связанным с прошлым недопониманием, которое еще не было полностью урегулировано. Какова бы ни была причина, эмоциональная тяжесть момента была неоспорима. Поклонники давно восхищались, казалось бы, неразрывной связью между Чингуком и Тэхёном, отношениями, которые часто публично восхвалялись за свою теплоту и братство. Столь заметный разрыв на этом снимке оставил многих в растерянности, и армии по всему миру выразили смесь шока, грусти и безоговорочной поддержки. Но самым запоминающимся было не само предположение, а неоспоримая человечность, проявившаяся в этом спортзале. Две мировые суперзвезды, лишенные сценических образов, столкнулись с необузданными эмоциями в пространстве, обычно определяемом силой и упорством. Присутствующие вспоминали тишину, воцарившуюся после извинений Чингука, которую нарушали лишь попытки Тэхёна взять себя в руки. Некоторые отмечали, как Чингук выражал свою вину, его плечи были напряжены, когда он опустил голову, словно тяжесть его слов требовала физического подчинения. Тэхён же, казалось, разрывался между уязвимостью и стойкостью, а его слезы свидетельствовали о внутреннем конфликте, ощущавшемся далеко за пределами спортзала. Для многих это был редкий взгляд в команду давления, в которой живут айдолы, в мир, который требует совершенства, но часто игнорирует его эмоциональное воздействие. С тех пор этот инцидент стал предметом обсуждения среди экспертов, анализирующих динамику К-поп-культуры. Психологи, наблюдавшие со стороны, отметили, что извинения, произнесенные в эмоционально напряженной атмосфере, часто связаны с более глубокими межличностными проблемами, а не просто с мелкими разногласиями. Тот факт, что Чингук выбрал спортзал, место, символизирующее дисциплину, стойкость и личностный рост, лишь подтверждает, что эти извинения связаны с чем-то глубоко значимым в его жизни.
Может быть, Чингук ассоциировал спортзал со своими собственными трудностями с самоконтролем, выбрав его как единственное место, где он мог искренне высказать Тэхёну свои угрызения совести? Не менее впечатляющим является и то, что Тэхён не скрывал слез. В культуре, где часто ожидается эмоциональная сдержанность, особенно от известных публичных личностей, его решение допустить такую уязвимость было одновременно удивительным и значимым. Оно показывало всю глубину ситуации, намекая на то, что происходящее между ним и Чингуком в тот момент было слишком важным, чтобы его сдерживать. Эти слезы были не проявлением слабости, а скорее неподдельной реакцией на то, что затронуло самую суть их связи. Эти вопросы без ответа теперь кажутся одновременно мучительными и объединяющими. Многие фанаты выразили глубокую обеспокоенность, подчеркнув, что эмоциональное благополучие их кумира гораздо важнее домыслов. Однако другие продолжают анализировать каждую деталь, надеясь раскрыть скрытую правду, стоящую за извинениями Чингука. Неоспоримо, что этот момент вновь привлек внимание всего мира к эмоциональным реалиям, стоящим за блеском и гламуром славы. За ярким светом, внешним видом и идеальным образом скрывается подлинная история борьбы, примирения и уязвимости. Тяжесть этого инцидента также спровоцировала более широкое обсуждение невидимого давления, которое испытывают айдолы. Инсайдеры индустрии давно подчеркивают необходимость жестких графиков, изнурительного общественного внимания и ожиданий безупречного образа. Для Чингука и Тэхёна, которые с юных лет росли в центре внимания, это давление было настолько сильным, что трудно себе представить. Извинения и слезы могут быть не только личным моментом, но и символом трещин, которые появляются, когда человеческая уязвимость сталкивается с невозможными стандартами. Поклонники все еще ждут ясности. Хотя многие признают, что, возможно, никогда не узнают всей правды, самое главное – это суровое напоминание о том, что даже самые сильные айдолы могут сломаться под тяжестью невысказанного бремени. Извинения Чингука и слезы Тэхёна рисуют суровую, эмоциональную картину реальности, скрывающейся под блестящей поверхностью величайшего феномена К-попа. В один миг иллюзия непобедимости разбилась вдребезги, уступив место чистой, неоспоримой человечности. Пока весь мир размышляет, один вопрос продолжает звучать громче остальных. Почему Чингук извинился? И что услышал Тэхён, что заставило его плакать? Пока не появятся ответы, этот инцидент остается одним из самых обсуждаемых и эмоционально насыщенных событий последнего времени, напоминанием о том, что порой самые сильные выступления происходят не на сцене, а в неожиданные моменты, когда стены рушатся и открывается правда. Однако, какой бы мощной и эмоциональной ни казалась история о слезах Тэхёна и извинениях Чингука, важно признать, что история, распространяемая среди фанатов и в онлайн-сообществах, не подкреплена проверяемыми доказательствами. Хотя эта история активно обсуждается, никакие достоверные источники, фотодокументы или достоверные свидетельства ее не подтверждают. Без конкретных доказательств это утверждение остается бездоказательным, поднимая важные вопросы о том, как формируются подобные истории и почему их так легко принимает аудитория по всему миру. Увлечение личной жизнью участников BTS часто подпитывает истории, остающиеся в тени. В данном случае образ Чингука, извиняющегося в спортзале, и плачущего Тэхёна нашел отклик у фанатов, смешав темы уязвимости, примирения и человеческой хрупкости. Эти элементы сильны, но без доказательств история служит скорее иллюстрацией того, как легко непроверенные сообщения могут набирать популярность, когда речь идет о таких крупных фигурах, как BTS. Это не умаляет искренности интереса ARMY к благополучию своих айдолов, но подчеркивает важность разделения фактов и домыслов. При ближайшем рассмотрении детали в отчете об инциденте обнаруживают несоответствия. Описание языка тела Чингука или слез Тэхёна представлены так, будто они были свидетелями лично. Однако никаких проверяемых свидетельств нет. Похоже, что повествование выросло из фрагментов обсуждений фанатов, усиленных повторением до тех пор, пока не покажется правдой. Этот процесс, когда повторяющиеся домыслы принимаются за факт, хорошо задокументированное явление в медиаисследованиях, особенно в контексте культуры знаменитостей. Эмоциональная вовлеченность ARMY играет решающую роль в распространении этих историй. С миллионами поклонников по всему миру даже небольшой слух может стать популярной темой за считанные часы.
История извинений и слез Чингука и Тэхёна настолько сильна, потому что затрагивает универсальные темы – дружбу, прощение и невидимые трудности. Однако именно из-за этого эмоционального резонанса многие упускают из виду отсутствие подтверждения. Это подчеркивает ключевое напряжение в современном фандоме – баланс между эмоциональной вовлеченностью и строгостью критического мышления. С аналитической точки зрения эта история функционирует скорее как символическое повествование, чем как фактическое повествование. Выдуманная история, плач Тэхёна и извинения Чингука создает зеркало, в котором фанаты отражают свои собственные эмоции, трудности и стремления к решению. Однако, если воспринимать ее как буквальную истину, такой символический рассказ рискует ввести аудиторию в заблуждение и вызвать ненужные опасения по поводу благополучия задействованных артистов. Это не первый случай. Снова и снова появляются непроверенные истории, часто с драматичными подробностями, призванными привлечь внимание. Хотя эти истории редко бывают злонамеренными, они иллюстрируют уязвимость как айдолов, так и фанатов в цифровую эпоху, где слухи распространяются с головокружительной скоростью. Для айдолов это означает необходимость жить с историями, которые они не придумали. Для фанатов это означает необходимость справляться с эмоциями, потенциально вызванными событиями, которых никогда не было. Поэтому важно сделать вывод, что историю об извинениях Чингука в спортзале и слезах Тэхёна следует считать домыслами, а не фактом. Нет никаких достоверных подтверждений этой истории, и до появления достоверной информации она остается слухами. Это различие не умаляет глубины эмоциональной связи фанатов, а скорее гарантирует, что поддержка участников BTS основана на правде, а не на вымысле. В конечном счете, эта история служит напоминанием о крепкой связи между BTS и ARMY, а также об ответственности рассказывать истории в эпоху мгновенного общения. Факты необходимо отделять от домыслов, а истории подвергать критическому анализу, прежде чем принимать их за истину. Тэхён и Чингук, как и все участники BTS, продолжают вдохновлять миллионы не слухами, а подтвержденными действиями, своей музыкой и неоспоримой преданностью своему делу. Для нас, фанатов, самый значимый способ почтить это — встать вместе с ними на фундамент истины.